Всем привет! В то утро международный аэропорт Инчхон превратился в море людей. Тысячи армий заполнили зону вылета после шокирующей новости. Ким Тэ-хён, также известный как Ви из BTS, был замечен при посадке на рейс в Лос-Анджелес. Среди шквала камер и криков фанатов атмосфера внезапно накалилась, когда сквозь толпу пробежала фигура в черной толстовке с капюшоном Чон Чингук. Его лицо было напряженным, глаза покраснели, словно он сдерживал слезы. Несколько сотрудников службы безопасности попытались удержать толпу, но объектив камеры запечатлел этот эмоциональный момент. Чингук смотрел на выход, откуда готовился к взлету самолет Тэ-хёна, и в этот момент у него полились слезы. Среди хаоса едва было слышно, как работает громкоговоритель аэропорта. «Рейс в Лос-Анджелес открыт для посадки», — ровным голосом объявил офицер, но для присутствующих армий эти слова прозвучали как прощальное объявление. Чингук остановился перед большим стеклянным окном, отделяющим общественную зону от зоны вылета. Он схватился за маску, закрывавшую лицо, и опустил взгляд, слегка дрожа плечами. Окружающие начали понимать, кого видят, и атмосфера изменилась, от возбуждения к напряженной тишине. Несколько очевидцев рассказали, что Чингук тихо позвал Тэ-хёна, но его голос утонул в шуме аэропорта. Он не мог пройти через зону посадки без разрешения, но его взгляд не мог оторваться от фигуры в темной одежде, идущей по другую сторону под охраной сотрудников HYBE и службы безопасности. Когда Тэ-хён оглянулся, всего на мгновение мир словно остановился. Не было слов, только короткий, многозначительный взгляд и боль. Корейские СМИ тут же заполонили аэропорт, транслируя эксклюзивные кадры, демонстрирующие страдальческое выражение лица Чингука. Хештеги «Решетка Юнка Акц РНГ» и «Решетка Винла» мгновенно стали мировыми трендами. Фандом разделился. Одни считали, что Чингук пытается удержать Тэ-хёна от ухода, другие были убеждены, что это просто трагическое совпадение. Но для тех, кто знал BTS лучше, эта сцена была не просто совпадением, она стала кульминацией чего-то давно погребенного. Источники из внутренних источников сообщили, что Тэ-хён получил предложение о крупном проекте в Лос-Анджелесе, но решение было принято без ведома остальных участников. Чингук, вернувшийся накануне вечером с вокальной репетиции, как сообщается, узнал эту новость от стаффа, а не от самого Тэ-хёна. «Он не мог с этим смириться», — сказал один из очевидцев, видевших, как Чингук спешит в аэропорт. Шаги Чингука звучали тяжело, словно каждый шаг был борьбой между эго и эмоциями. Он приехал не как звезда, а как человек, потерявший нечто драгоценное. Тэ-хён же, напротив, сохранял спокойствие, несмотря на постоянные вспышки камер. Он не оглядывался, даже когда Чингук стоял за стеклом, не оплакивая себя. Тишину нарушил рев двигателей самолета. Чингук поднял взгляд, устремив его в небо. Самолет, несущий Тэ-хёна, медленно исчезал за облаками. В груди у него словно что-то оборвалось. Став пытался его успокоить, но Чингук лишь тихо пробормотал: «Он ушел», не сказав ни слова, фраза, которая вызвала слезы у многих армий на съемочной площадке. 30-секундное видео стало вирусным по всему миру. Реакция фандома была неоднозначной. Одни молились о примирении, другие обвиняли HYBE в сокрытии чего-то большего. Некоторые аналитики в сфере развлечений назвали это признаком разрыва внутренней коммуникации в BTS после службы в армии, и теперь каждый участник идет своим путем. Но для Чингука разрыв был связан не с проектом или карьерой, он был связан с той связью, которую он всегда считал нерушимой. Однажды в интервью он сказал: «Я верил, что мы понимали друг друга без слов». Но тем утром в Инчхоне эта вера пошатнулась. Он понял, что даже братство может быть проверено расстоянием, временем и амбициями. Спустя несколько часов Чингук исчез из поля зрения. HYBE опубликовали краткое заявление о том, что ему нужно немного времени для отдыха. Но фанаты знали, что отдых – неподходящее слово, он был опустошен. В социальных сетях армии начали писать открытые письма, умоляя их поговорить и решить то, что между ними происходит. Тем временем в Лос-Анджелес Тэ-хён прибыл с легкой улыбкой, которая не могла полностью скрыть его беспокойство. Папарацци запечатлели его усталое лицо в аэропорту LAX. За его солнцезащитными очками таилось что-то тяжелое, невысказанное сожаление.
Он открыл телефон, уставившись на последнее сообщение Чингука, на которое тот не ответил. «Хён, почему ты ушел, ничего не сказав?» Сообщение осталось на экране, неудаленное, без ответа. Оно просто лежало там, бременем между звездами, разделенными континентами. Тэхён медленно пошел к машине, которая его подобрала, пытаясь успокоиться, но образ Чингука в Инчхоне продолжал преследовать его. Он знал, что раны, которые он оставил после себя, не заживут так просто. В Корее ситуация накалялась. Фанаты начали выдвигать теории о том, что уход Тэхёна связан с внутренним давлением в HYBE или специальным контрактом с американским лейблом. Но публику шокировали не эти теории, а искренние эмоции, отчетливо видные на лице Чингука. Он не пытался скрыть слез, то, что он редко показывал перед всем миром. Он плакал не из-за потери товарища по группе, написал один пользователь сети на музыкальном форуме. Он плакал из-за потери очень важного для него человека. Фраза собрала тысячи лайков, показывая, что публика почувствовала искренность момента. Никакой игры, никакого сценария, только чистые эмоции между двумя душами, которые когда-то понимали друг друга. Позднее тем же вечером Чингук заперся в своей студии. Свет приглушил, и из-за двери заиграла тихая музыка. Он написал текст не для альбома, не для публики, а для себя. Первая строка гласила: «Ты ушел, не сказав ни слова, но твое молчание кричало громче всех». Строка разошлась по ARMY-сообществу после того, как ее случайно услышал сотрудник. Тем временем Тэхён сидел на балконе своего отеля в Лос-Анджелесе. Ночной бриз доносил аромат Тихого океана, но его мысли все еще были в Инчхоне. Он открыл небольшой блокнот, который всегда носил с собой, и написал всего одно предложение: «Надеюсь, она знает мои причины». Ни подписи, ни имени, только чувство, которое невозможно описать словами. Дни шли, но новости об этих двоих не утихали. Чингук отказывался от интервью, а Тэхён без объяснений отменил свой первый концерт в Америке. Армии по всему миру начали посылать сообщения с любовью и надеждой на воссоединение этих двоих. Хэштеги #StayStrongUnkak и #UiVitFaur стали символами надежды для миллионов разбитых сердец. В тишине их отношения оставались загадкой. Не было ни официального заявления, ни разъяснений. Но это молчание говорило о многом. Все знали, за кулисами происходило что-то важное, что-то более глубокое, чем просто рабочая поездка. Очевидец, работавший в тот день в Инчхоне, утверждал, что видел, как Чингук стоял на стеклянной площадке почти 15 минут после взлета самолета. Он ничего не сказал, просто смотрел в небо с пустым выражением лица. «Это был не взгляд звезды», — сказал очевидец, «это был взгляд человека, только что потерявшего часть себя». В ту ночь небо Сеула затянул легкий дождь. Чингук наконец вышел из своей студии, глядя на то же самое небо, над которым пролетел самолет Тэхёна. Он глубоко вздохнул и прошептал: «Если ты счастлива, этого достаточно». Но в этой тишине слезы снова навернулись на глаза. В Лос-Анджелесе Тэхён смотрел на ту же луну, и на мгновение показалось, что два разбитых сердца все еще ищут друг друга в бесконечной тишине.